iPhone. Но мы не для этого же собрались. Мы собрались для того, чтобы его вот так пополоскать. Обзор уже готов. Если он погибнет, это печально, потому что, напоминаю, у Oppo Find X6 Pro, о чем я несколько раз за ролик скажу, нет глобальной версии. Непонятно, как будет распространяться гарантия. Хотя, конечно же, вам могут сказать, что она будет на него распространяться. Чаще всего так и говорят. И на этот смарт в Российской Федерации она распространяется. Но снова вопрос, когда ты с этим делом столкнешься, как по факту все это будет происходить. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду вам рассказывать о флагмане Oppo X6 Pro. И что в нем интересного, вы только вдумайтесь. Это самый яркий, по мнению производителей рекламы, экран на рынке сейчас. Но это мы с вами проверим и сравним с айфоном, не на словах, а по тестам. И спойлер, здесь есть о чем рассказать. Второй момент. Разумеется, это самая лучшая камера на рынке, по мнению DxOMark, с чем я в корне не согласен. Но это лирика, потому что они и Honor Magic 5 Pro тоже поставили на 5-е место. А здесь, я напомню на минуточку, 1080p 30 FPS на фронтальной камере. Кто не понимает, это безумно скромно. И это очень странно, потому что камера у нас не только из телевика, ультраширика и основы состоит. Но это ладно. Это фото и видео возможности аппарата реально очень крутые. Плюсы у него 120 Гц экран, разумеется. Помимо этого у него металлическая рамка. Он просто нереально круто, шикарно выглядит. Его удобно использовать. Хотя это лопата, хотя он широкий, хотя он тяжелый, но в сравнении с теми же Самсунгами либо айфонами его реально приятно держать в руке. Никакие грани тебе никуда не врезаются. Можно носить с чехла, без чехла. Сразу бенды все, напоминаю, глобальной версии его нет, но 7 и 20 бенд на борту, никаких блокировок, как у BBK, они нам уже подкладывали, назовем это прямо свинью, с блокировкой у рилмовских аппаратов и ванпласовских здесь нет. С другой стороны, назвать его идеальным у меня язык не повернется, но он мне настолько понравился, что я реально его тестировал и в аквапарке, и на байке, и еще помимо этого играл в него на Твиче, в онлайне. Все на лайв-канале, все тесты есть, несколько раз за ролик вам напомню. Почему напомню? Потому что не везде он себя показал лучшим образом. И, к слову, в аквапарке лучше отработал Mate 50 Pro, а про игры я вообще молчу, в ролике узнаете, на лайв-канале увидите. Аппарат нереально классный за свои деньги. Очень радует, что, хотя нет глобальной версии, китайская стоит адекватно. Насколько адекватно, что на данный момент, на момент издания ролика, на Алишке она стоит уже так же, как Vivo X90 Pro Plus. Но там был Zeiss, здесь Hasselblad, и можно долго и упорно рассказывать, но лучше увидеть синтетику и примеры видео. Напоминаю, что, разумеется, ролик в этот раз я поделю на части. Сначала введение, потом распаковка, синтетические тесты, все результаты. После этого примеры камер, сравнение камер iPhone 14 Pro Max и Oppo Find X6 Pro, помимо примеров самого Oppo Find X6 Pro. И потом выводы. Спойлер, почему я сразу никогда не выгружаю все исходники полностью в телегу свою личную, на которую вы можете подписаться, а вставляю их в ролик по одной простой причине, потому что большинство из людей, которые будут пользоваться данным аппаратом, они не будут загружать себе на компьютер и потом смотреть только на своем экране. Они будут выкладывать в какие-то социальные сети. Неважно какие, но YouTube одной из этих социальных сетей является. И чтобы понять, в каких различных условиях обстановки после рендера YouTube какие кадры у вас будут, поэтому я в ролик все это дело и вставляю. Не забудьте лайк за труды, смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в небольшой коробке из плотного картона в темных тонах, хотя если сравнивать с теми же Самсунгами, это просто огромная коробка. На ней есть название и краткая характеристика модели. Пакинг обыкновенный. В комплекте мы имеем качественный чехол, притом довольно интересный. Ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, краткое руководство, сам смартфон, блок питания с китайской вилкой на 100 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смартфона бодрых 219 граммов. Весит как все премиумы. А габариты 164,8 на 76 на 9,1 мм без блока камер. С блоком камер, конечно, космос. По размерам он схожий с Samsung S23 Ultra, но почти все обзорщики, в принципе, как и пользователи, правильно отмечали, что Oppo лежит в руке за счет граней удобнее. Но это каждому свое, правильно? Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 7 серии
разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, потому что сегодня вообще одновременно 2 распродажи идут. Я, допустим, на Али буду Asus брать, полный модельный ряд, у них глобалки выходят. Плюс у них еще и OnePlus запустились сегодня. Вообще много чего интересного и на Алишке, и на Яме тоже сейчас 5 одновременных распродаж. Конкурируют. Для нас, для покупателей, это хорошо. Можно найти лучший ценник. И телеграм-канал взаимопомощи, плюс мой личный телеграм-канал. Не забудьте поставить лайк этому ролику, написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор, разумеется, с колокольчиком. Перейдем же к смартфону. Продажа есть черная, зеленая и серебристо-коричневая расцветка. Многие говорят пивная. Рама смартфона выполнена из алюминия, а тыльная часть из стекла и искусственной кожи. Материалы, разумеется, качественные, сборка топовая. Дизайн от прошлых моделей очень сильно изменился. Если сравнить с Oppo X5 Pro, который у меня был уже в обзоре на канале год назад, то вместо плавного перехода с тыльной части к небольшому блоку камер, теперь мы имеем круглый относительно большой блок камер. Они, в принципе, форм-фактор телефона поменяли. Конечно, такой блок камер не новинка. Вспомним Xiaomi 12s Ultra или последние смартфоны от Vivo линейки X. И, к слову, по мне, Oppo Find X6 Pro фактически клон X90 Pro Plus. Посмотрите на спеки. Плюс-минус то же самое. Одна корпорация BBK. Но это ладно. Дизайн Oppo Find X6 Pro мне лично нравится. Ко всему цвета неброский. Выглядит он очень солидно. Интересно смотрится кольцо насечек вокруг блока камер. Очень хороший был инфоповод, что в топовой версии это кольцо можно крутить. Но нет, нельзя. Это была утка рекламная. В руке смартфон лежит удобно, но пользоваться одной рукой слегка затруднительно из-за габаритов устройства. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 3.1, что удобно для передачи файлов с большими размерами. А если вы будете снимать видео, вполне возможно, облако вас не устроит, и для того, чтобы скидывать на компьютер, это прям отличное решение. Также мы имеем стандартный микрофон и динамики, 2 основных и 1 разговорный. Звучание здесь стерео с поддержкой Dolby Atmos, но только для наушников. Качество звука, конечно, хорошее, но не топовое. Нижний динамик значительно громче звучит, чем верхний. Вибромотор отличный с технологией O-Haptics, но, опять же, флагманским его не назвать, потому что у того же OnePlus он намного лучше реализован. Настроить силу вибрации можно, как и тактильный отклик. Bluetooth кодеков более чем достаточно, так что слушать музыку в высоком разрешении, используя Bluetooth наушники, возможность есть. Мини-джека нет, что неудивительно, так как это флагман, но круто же, что завезли и капорт. Как многие мне говорят, заезжаешь в гостиницу, то пульт сломан, то батареек нет, то еще что-то, а так и кондиционер и телевизор можно включить. Как мы уже все поняли, смартфон имеет защиту от влаги и пыли класса IP68, для этого я вам его и топил. В начале ролика вы могли наблюдать, как я его топил в воде, но не соленый. По итогу с ним все в порядке. Напоминаю, что из всех смартфонов, которые я топил, у меня погиб только iPhone 14 Pro, но опять же он был реанимирован просто разборкой. Притом внутрь корпуса вода не попала, но 14 Pro у меня вообще не загружался после утопления. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,82 дюйма с разрешением 3168 на 1440 точек Quad HD+, и рейтингом DisplayMate A+. Разрешение можно изменять в настройках, хотя особо смысла я в этом не вижу, если вы покупаете смартфон, который поддерживает такое разрешение, делать downscale, уменьшать разрешение, чтобы он у вас был с большей автономностью. А зачем вам тогда этот смартфон? Покупайте сразу смарт с большей автономностью, но меньшим разрешением, правильно? Покрыт дисплей Corning Gorilla Glass Victus второго поколения. Цветовая гамма, разумеется, 100% DCI-P3. Поддержка 10,7 миллиарда цветов и Dolby Vision. Дисплей Pro XDR использует технологию Photon Matrix Display. Плотность пикселей с очуменным запасом 510 ppi. Читать и правда комфортно. Пиковая яркость целых 2500 нит. Если сравнивать всего с iPhone 14 Pro Max, то у Oppo почему-то оказалось с яркости слегка меньше. Но визуально это незаметно. Напоминаю, что iPhone 14 Pro Max она значительно ниже. Притом и в режиме автояркости тоже. Мне кажется, что здесь Oppo чуть-чуть сюлили, потому что, не может быть такого. Я этим айфоном пользуюсь уже больше полугода. По факту у Oppo яркости вам будет более чем достаточно при прямом попадании света, но там тоже есть своя особенность, к ней приду, когда буду рассказывать вам об автономности. Используется бионическая регулировка яркости с искусственным интеллектом. Яркость под разное освещение подстраивается довольно быстро и корректно. К слову, датчик температуры цветовой даже есть. Экран с технологией LTPO, частота обновления экрана максимум 120 Гц, которая, к сожалению, ввиду того, что это китайский смарт, поддерживается не всеми программами, притом принудительно, к сожалению, опять же, для различных программ 120 Гц не поставить, но динамический режим на борту, и это хорошо. Тач отрабатывает неплохо, результаты теста на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране. Есть функция высокочастотного шим-затемнения, процент шима в принципе небольшой, я бы даже сказал очень хороший, глаза от экрана не устают, так что в затемнении смысла нет, хотя по факту
факту оно толком-то и не работает. Полноценный Always On дисплей в наличии, мультитач на борту на 10 касаний. В целом экран хороший, особенно в плане яркости. Но отмечу, что у Oppo Find X5 Pro экран имеет слегка лучшее разрешение экрана и плотность пикселей. Что странно, так это наличие подбородка. Да, он минимальный, но можно же было сделать симметричные рамки, верхнюю и нижнюю, допустим, и боковые. Но они этого не сделали. В настройках также имеется цветовой режим экрана, режим естественных цветов, защита глаз, различные технологии для улучшения качества картинки, вспомогательные функции. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев расположили по мне на очень удобном месте, работает он хорошо и довольно быстро. Но, что удивительно, 1 раз из 10 он у меня все равно пропускал и не разблокировался. И в отличие от того же Vivo, завод отпечатков проходит не так молниеносно. Распознавание лица срабатывает шустро даже под углом, вот оно вообще не подводило. Внести биометрические данные можно только одного лица, и, разумеется, пальцы нужно вводить разные, не то что Xiaomi, который можно 5 пальцев одинаковых ввести. Процессор здесь установлен, разумеется, последний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Никаких особых модификаций здесь не запихали. И максимальная частота 3,2 ГГц. Также в X6 Pro установлен стандартно для флагманов у Oppo Imagen NPU Mariana Mari Silicon X для обработки изображения, а для улучшения игрового процесса есть технология HyperBoost Full Link. Графический процессор Adreno 740, интерфейс ColorOS версии 13.1 на базе Android 13 версии. Разумеется, все это будет обновляться, и, возможно, вы уже смотрите обзор, когда здесь уже Android 14 или 15 вообще версия, я не удивлюсь. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 или 512 гигабайт. И напоминаю, что расширить внутреннюю память, вставив microSD, возможности нет, что неудивительно для флагманов, но печально. Система охлаждения из графита с повышенной теплопроводимостью на 36 градусов и увеличенной площадью нагревательной пластины в вакуумной камере на 24%. И все работает вроде бы неплохо, но только вроде бы. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, что для нас не особо актуально. Для 4G сети есть Band 7 и 20. Связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора качественное, микрофоны отрабатывали великолепно, как и датчик приближения. Запись разговора на борту и без уведомления о начале записи собеседника. Напоминаю, что глобалки нет, а в глобалках 99% эту функцию выпилят. Bluetooth предпоследней версии 5.3, напоминаю, что есть 5.4, но пока ее никуда не запихивали ни в какие смартфоны или наушники. NFC смартфон, разумеется, поддерживает, можно ставить MirPay и расплачиваться. GPS-тест в городских условиях показывает точность 3 метра, что неудивительно и стандартно для Qualcomm, но особо хочу отметить, что в этом смарте при поиске GPS-спутников он вообще моментально поймал GPS. То есть, в отличие от других флагманов всех, в принципе, брендов, мне понадобилось считанные секунды для того, чтобы он поймал спутники и выставил точность 3 метра. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке в тесте на автономность смартфон выдал 7 часов 20 минут. Опять же, при максимальной яркости, максимальной герцовке, максимальном разрешении. И это очень крутой результат. А Work Performance 12 тысяч, это совсем не крутой результат, не знаю почему так, но ладно. Имейте в виду. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 100 Вт, беспроводную зарядку на 50 Вт, а также реверсивную. Заряд смартфона от 0 до сотки в среднем у меня происходит с полностью разряженным смартфоном за 39 минут. Кто-то обещает 30, у кого-то каким-то магическим образом получилось 35. Может быть, кто-то вообще просто не подключает смартфоны к зарядке и использует только беспроводную. Но в целом, сколько я не тестировал, 38-39 минут. Ну и кто заряжает смартфоны не полностью, за 5 минут от 0% он заряжался на 12%, за 10 минут на 32%, за 15 на 49%. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости у меня улетает примерно 6% заряда. За 1 час игры с одновременным стримингом на Твиче уходит 24%. Повторяюсь, что данная запись с примерами того, как вы можете стримить, то есть вы увидите, как работает фронталка, что происходит с съемкой с фронталки в 1080p 30 FPS при рендеринге на YouTube, потому что YouTube, разумеется, сжимает все это дело. Смотрим на лайв-канале, слушаем, как работают микрофоны, смотрим, как себя показал смартфон. Но показал себя он не суперский. Я понимаю, что, возможно, кого-то это расстроит, но уже на 22-й минуте теста с одновременным стримингом он первый раз сбросил яркость. Пусть незначительно, но заметно. И второй раз где-то на 48-й минуте. Так что имейте в виду, он очень аккуратный и, наверное, на 7% сбрасывает яркость, когда ему тяжело. В принципе, об этом говорят тесты. Сейчас вы поймете, о чем я. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест я прогонял на 100 потоках при 30 минутах. Результаты: 331 гипс минимум, максимально 444, в среднем 355. Нагрелся смартфон до 44,4 градусов. Сколько выбивает смартфон в Geekbench 5 в сингл-коре, мультикоре, в 3D-марке вы сейчас видите. Но присмотритесь к результатам особенно внимательно и пристально. Обратите внимание, что
что стабильность здесь процессора просто никакая. Я таких цифр никогда не видел. Я несколько раз проводил данные тесты, и почему-то 3D Mark показывал мне вот такую вот картину. Возможно, я даже уверен, с прошивками все это дело допилят, но пока так. В Antutu мне Smart выдал результат в 1 284 000 попугаев. Здесь плюс-минус одинаковая температура по больнице. Все выбивают 1 300 000 с геном вторым. Storage тест показал очень хорошие 137 000, что стандартно для UFS 4.0. Часовой тест прошел неплохо в стресс-тесте, но только 45 минут, что и требовалось доказать. Предел прочности у него есть. Возможно, сбросят частоту и с новыми прошивками стабильность станет выше. Результаты теста искусственного интеллекта отличные, 3 828 000. И напоминаю, что все эти цифры, по большому счету, для большинства ничего не значат, но это говорит только об одном. Пока, что смартфон идеально не настроен. И результат этого как раз сброс яркости в играх, для примера. Либо то, что не везде 120 Гц. Еще много маленьких моментов, но идеальных вещей, повторяюсь, не бывает. Перейдем же к самому интересному. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двойной LED-вспышки с направленным микрофоном. Калибровка цвета от Hasselblad. Вспоминаем, что у нас Vivo X90 Pro Plus, тот же BBK, там они с Zeiss вместе делают камеры. Здесь с Hasselblad. Посмотрим, что лучше продается, как говорится. Но спойлер, оба лучше стало продаваться. Основной сенсор Sony IMX989 на 50 мегапикселей с лазерной автофокусировкой, оптической стабилизацией, светосилой в f1.8 и покрытием ALC. Сверхширокоугольный сенсор Sony IMX890 также на 50 мегапикселей с углом обзора уже в 110 градусов. Последний сенсор — это телеобъектив и перископ Sony IMX890. Также на 50 мегапикселей с автофокусировкой, оптической стабилизацией, оптическим зумом. Вот как раз от телеобъектива все прям безумно радуются, как хорошо здесь это реализовано. Особенно для портретов. Притом как блогеры, так и пользователи уже. Так что кому нужны портреты, милости прошу, если забыли про яблоко и Samsung. Цифровой зум также на борту. Запись видео доступна в разрешении с основного модуля 4К 60 FPS. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя с цифровой стабилизацией. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. Ничего не поменялось, даже 60 FPS не завезли, и это, конечно, shame on you. Позор на них просто. В стоковой камере есть много различных функций, технологий, фильтров и тому подобное. К слову, есть режим Dolby Vision HDR. Короткие примеры в разных условиях вы, разумеется, сейчас увидите. Ну что же, небольшое сравнение фронтальных камер. Это iPhone 14 Pro Max и, разумеется, Oppo Find X6 Pro, студийная съемка. То же самое помещение, где было Sony FX3, в начале ролика вы увидели вход. И вот так вас будут снимать данные смартфоны, так будут отрабатывать микрофоны. Хорошо-плохо решать всегда вам. Напоминаю, что все, как говорится, относительно. Кому-то нравится бледный цвет, кому-то дополнительная желтизна. И, разумеется, про яблоко могу сказать, что скин-тон, либо, как многие просят говорить, тон кожи, мне больше импонирует все равно на яблоке. И деталей больше, ну и, разумеется, 4К это 4К, 1080p 30 FPS, вы видите, да? Это 1080p 30 FPS. То есть могли бы вообще фронталку не вставлять сюда или сделать подэкранную, для того, чтобы оправдать, что она вот плохо работает. Но это мое мнение. Пишите в комментах, как вы считаете, реально могли бы Oppo сделать просто подэкранную камеру, так же, как в Red Magic 8 Pro, к слову, обзор на канале, или нет. И основная камера 4К 60 FPS на обоих смартфонах. Напоминаю, что и там отсутствует 8К. И если для iPhone это простительно в плане того, что они в принципе выпустили свое устройство довольно давно уже, хотя на андроидах к тому времени 8К уже было, то у Oppo Find X6 Pro у меня возникает вопрос, почему нет 8К? На него отвечать, скорее всего, вам, потому что если вы смотрите этот ролик и досмотрели до этого момента, скорее всего, вы планируете его приобретать. Я его отговаривать к покупке однозначно не буду. Почему? Потому что очень многие спрашивают: Саня, почему ты не говоришь альтернативы? Я как раз всегда говорю, между, допустим, Vivo X90 Pro Plus и Oppo Find X6 Pro я однозначно купил бы Oppo Find X6 Pro 100%. По мне он лучше снимает. И многие моменты мелкие, крупные, в нем лучше. В конце концов, яркость экрана, пусть и меньше заявленный, но он и правда ярче. И бенды у него все в китайской даже версии. В общем, основную камеру вы увидели. Ну что же, немного ультраширика, 4К 60 FPS. И там у нас есть в Hasselblad, точно у нас в Oppo Find автофокус. И насколько хорошо отрабатывают ультраширики у этих данных устройств, решать вам. По мне,
решать все равно вам. То есть я в основном не телевиком, но телевиком, может быть, еще пользуюсь. Ультраширик это для общих планов, и особого качества от него и не требую. Но здесь качество отлично, опять же по мне. Ну а теперь самое интересное, это тест телевика. Я сейчас буду долго и упорно настраивать. Если сейчас кадр получился отлично, значит с первого раза. Вот так на телевик вы сможете снимать на iPhone и на Oppo Find X6 Pro. Кто-то говорит, что телевик у Oppo Find X6 Pro какой-то особенный. Во всех флагманах по мне, что, допустим, у Яблока, что у Samsung телевики везде уже стоят неплохие. Можете со мной поспорить. Как вам? Ну и самый минимум 4К 60 FPS, съемка пейзажа, Oppo Find X6 Pro и iPhone 14 Pro Max. Плюс-минус одинаковые у нас условия. Но я не вижу, чтобы кропал кто-то сильно. Плюс-минус одинаковая картинка. Нет. Oppo кропает. Посмотрите по картинке. Сразу видно, что Oppo делает кроп. Для чего? Для того, чтобы у них был лучший стаб. Может быть, это и правильно. Совсем чуть-чуть. Ультраширик 4К 60 FPS. Опять же, для обоих смартфонов. Здесь опять же Oppo делает кроп. Телевик X3 для iPhone и для Oppo. Встали, насладились. И X3 и X6 на Oppo и на Яблоке X3. Теперь ультраширик, те же условия. Вам тоже хватит для того, чтобы оценить ночную съемку. Объекты максимально противные, но, как говорится, эффективные. А там еще и фейерверк, но мы его пропустили. Ничего критичного. По поводу шумов, я думаю, вы и сами видите без меня. У определенного аппарата под номером 1 в рейтинге DxOMark. Ну и вот фронталки 4К 60 FPS на iPhone и с подсветкой 1080p 60 FPS на Oppo Find X6 Pro. Примерно так вы сможете себя снимать, примерно такая будет стабилизация. Хорошо, плохо или не очень, пишите. День 4К 60 FPS и съемка с двух рук. С одной в одной руке один смартфон, в другой. Это iPhone 14 Pro Max и Oppo Find X6 Pro. Вот сейчас я остановлюсь, чтобы вы имели возможность оценить, насколько один или второй смартфон хорошо отрабатывает. Вот сейчас я вижу, что iPhone, он лучше вытягивает вдалеке очертания порта. Но опять же, это на телефоне. Вполне возможно, что на большом экране будет наоборот. Это раз. Два, по поводу яркости. Нет ощущения, что яркость у экрана у iPhone, допустим, ниже, чем у Oppo. Наверное, по той причине, что в принципе уже за пределами 2000 нит, там 1800. О, видел фриз на Oppo. Надеюсь, что это глюк. Опять же, когда я вижу и говорю, что я что-то вижу, это не значит, что вы увидите потом в записи. Почему? Потому что все это обрабатывается, а потом запись остается на смарте. То есть, и она уже другая. Иногда лучше, иногда хуже. Ну вот, если говорить о фронталке, 4К 60 FPS у Яблока и 1080p у Oppo. Почему сравниваю? Все очень просто, потому что стоимость одинаковая, и многие мне пишут, мне не нужна фронталка. Мне она нужна. Кому-то она тоже нужна, поэтому нужно четко понимать, что ты, приобретая, теряешь, и что ты, теряя, приобретаешь. То есть Oppo классный смарт, но точно не про фронталку, в принципе, как все у BBK. Как отработает стаб, отрабатывает, вы видели. Ну что, 1080p, и так BBK воспринимают свои смартфоны. Разумеется, можно приближать, отдалять, но 1080p. Актолия, Магнолия. Да, снимает неплохо. 4К 60 FPS, объект, предмет. Можно, разумеется, параллельно фотографировать. Смотрим, как переходит. Раз, два, три. Очень плавно.
Попробуем потом в рамках камеры, да? Вперед, фудблогеры, 4К 60 FPS, и вот так примерно вы сможете снимать еду. 4К 60 FPS, продолжаем снимать еду. Приятного аппетита всем, кто планирует есть и кто планирует себя в роли фудблогера. Можете планировать приобретение смарта. Вообще классно снимает, классно. Может быть, заменить на яблоко? Нет, фронталка. Печаль. Никак. Dolby Vision включен, 4К 60 FPS. Очень странно при фотографии вела себя подсветка. То есть почему-то он сделал 3 мне разных фото, 2 из которых очень сильно были переосвещены. Ну так интересно. И нет, не хочет, только вручную автофокус. И немного фронталки в идеальных условиях. Роллинг шаттер, разумеется, отсутствует. Вот так сможете себя снимать. Dolby Vision включен, только 4К 30 FPS. Dolby Vision 4К 60 FPS не работает. Dolby Vision отключен, 4К 60 FPS. И вот так вы сможете снимать какие-нибудь travel объекты или не travel в торговых центрах. Как-то помните? Так, я не знаю, можно ли говорить про клипы, где от первого лица снимается что-то. Помните? Так. Smake up. Сформулирую так. Там также что-то хватается, где-то зубы чистятся, что-то выпивается. 4К 60 FPS, основная камера, пляж, ночь. Опа. Съемка с одной руки, вот теперь съемка с 2 рук. И плавненько стараюсь снимать. Хотя и так смартфон довольно плавно снимает. Шумы видны. Смотрим иксы. X6. Эх, ночь в шумах. Ну что же, мы продолжаем презирать все правила дорожного движения и слегка в пересеченке проедемся, снимая на камеру 4К 60 FPS, съемка с одной руки. Как могут камеры снимать, вы можете посмотреть на Samsung S23 Ultra, который я также гонял. Можете посмотреть отдельные ролики на лайв-канале, на, скорее всего, еще и Poco X5 Pro, еще много что. Вот так примерно вы сможете с руки снимать с этого аппарата. Вполне возможно, я еще со шлема сделаю запись. Вполне возможно, вы не увидите этот ролик, если я поймаю встречку. В целом так снимать нельзя. Вот так снимать, если будет снимать этот камерафон. Если ролик видите, значит все хорошо, значит у меня получилось доехать. В целом минуты при разной скорости поездки, я думаю, хватит для того, чтобы понять, насколько хорошо или плохо данный девайс снимает. И, разумеется, так делать не стоит. Вот смотрите, какой подсвещенный объект. Но, к слову, я здесь уже, наверное, 500 тысяч раз катался, поэтому, в принципе, можно в разок так было и сделать. Но вообще не надо так делать. И, разумеется, фронталка, те же условия, тоже поездка. Подождем, пока люди проедут, чтобы ни в кого не впаяться. Вот так вы сможете себя снимать. Так делать, еще раз повторяюсь, нельзя. Вас могут сбить и будут правы. И, разумеется, без шлема катать тоже нельзя, но без шлема аудио будет никакое. Еще раз. X2 ночь. К слову, у фронталки ночью, разумеется, включается подсветка. Все по фэншую. Здесь можно делать X. Но освещение хорошее, поэтому все видно. Самое любимое — это съемка в онлайне. От первого лица. Как много всяких энергетических штук и баблов. 4К 60 FPS, ночной рынок. К слову, это в 9:15.
и людей будет только больше. 60 FPS, много разной еды. Много-много-много. 60 FPS, вот такой вот шведский стол с очередью. 4К 60 FPS на ультраширик не перейти. Ну а X максимум 6. Немного фронталки. Странно очень на флагмане такую фронталку видеть, правда? Но она есть. Зато рисует. Вот по ощущениям рисует прям. Прям хорошо рисует. Хотя разрешение маловатое. Волшебное место для съемки, смотрите. Много неона. Вы сейчас на основную камеру увидите, как это. Основная камера, я не знаю, почему дымка, но смысл в том, что Smart упорно пытается все, что не воспринимает в плане освещения, делать в дымке. Может быть, в записи это будет по-другому, но на экране именно так это и выглядит, как будто маленький туман. Но цвета, ну здесь синий, дальше зеленый, дальше желтый. В принципе, различимо, но все намного ярче, чем вы видите на картинке. Ну, фотографии он докрашивает, то есть ты делаешь фото, и потом он думает и докрашивает в необходимый цвет. Как с видео, посмотрим. Вот если вам будет нечего делать, вы сможете купить тапочки и потом клепать туда украшения по 20 рублей за штуку. Взгляд сверху с парковки на эти огоньки. На здание вот с этим максимально противным светом. И вот так ночью сможет снимать. Пока не уровень флагмана, но опять же напоминаю, что Oppo магия, что в Oppo X5 Pro они сделали камеру через где-то месяц. Это их не оправдывает никак, но факт остается фактом, что сейчас съемка ведется вот на таком уровне. Ширик также 4К 60 FPS, но автофокуса я здесь, да, наблюдаю, смотрите-ка. Но он какой-то здесь пока не активный. Может быть из-за ночи, может быть из-за положения звезд. Ну, вы поняли. 4К 60 FPS, 11 часов, и скупка здесь работает 24/7. Oppo Find X6 работает вот так. Красивое место. 4К 60 FPS, основной модуль. И что я могу сказать? Автоматически определяется ночной фотоснимок хорошо. Никаких проблем с этим нет. И вот так вытягивает название смартфон. X6 максимум. Автофокус. Хорошо. Справляется. Немного фронталки с автоматической подсветкой. Та же ночь. Те же условия, что и у основной камеры. И вот так вы сможете себя снимать. 4К 60 FPS. Не показывайте эти кадры вашим вторым половинкам, что здесь таких штуковин просто море. Вот смотрите. Все, чтобы обмануть глаз. Везде просто. Вы говорили, у нас много. И фронталка в магазине. Снимать здесь нельзя. 4К 60 FPS, съемка с двух рук, ночная жизнь. И вот так примерно вы сможете снимать объекты не со штатива. То есть если со штатива, наверное, все будет лучше. Почему-то вибрирует смартфон периодически, то ли я что-то нажимаю, то ли еще что-то происходит, но вот так для съемки ночных прелестей можно его использовать. И вот вы решили себя поснимать в темноте, не особо вокруг освещения, но вас подсвечивает сам смартфон, и самому с собой поговорить в принципе можно будет. Потом пересмотреть, но только если сам смотреть будет. 4К 60 FPS, съемка при ужасном освещении. Сейчас будет съемка в лифте. Лифт, основная камера, 4К 60 FPS, и вот это огромный смарт, который очень многие фанаты хотят. Это факт. То есть я знаю очень много людей, которые когда, где. Классно. Еще одна попытка съемки ночью после обновлений, 4К 60 FPS. Говорю в шлеме, но в принципе вам должно быть достаточно по звуку. По идее он голос должен улавливать, хотя особые функции, как допустим в тех же Vivo, усиления голоса здесь нет, но я скажу, что в Vivo усиление голоса работает
Так что лучше бы оно отсутствовало. Без усиления голоса Vivo работает, по моим ощущениям, лучше и по моим тестам. Вот так. Абсолютная ночь, 4К 60 FPS, практически нулевые источники света. И вот так ночью вы сможете снимать те или иные объекты. Обувь, которая на скидок, но без скидок на скидках. 3,8 умножаем на 2,3 и получаем, что вот это вот Nova, которая даже не самая топовая, выходит в 8-9 тысяч. Космос. Фронталка, и после Huawei Mate 50 Pro кажется, конечно, что смарт очень крутой, но здесь фронталка 1080p, а там 4К 60 FPS. И разница космос. Но она вполне возможно вам не нужна. Надеюсь. Надеюсь, она вам не нужна. Потому что ее здесь, считайте, нет. Вот сейчас 4К 30 FPS, Dolby Vision включен. Ощущение, конечно, что попал на родную опрашку. Да? Крокодайл. Вместо пола Санта-Барбара. И много различных прелестей. Так, ночь 4К 60 FPS. И так делать однозначно не стоит. Смартфон в руке, съемка движущихся объектов. Надеюсь, этот движущийся объект буду не я, сбитый каким-нибудь крупным объектом, который катается. Вот так примерно вы сможете снимать в условиях неплохой видимости. На Xiaomi 13 Lite примерно в таких же условиях сейчас снимал. Картинка, конечно, небо и земля. То есть этот смарт вытворяет, я бы сказал, прям фулл-биты. Потому что я не знаю, как насчет... Ну, звук, разумеется, плохой, так как все-таки источник далеко и, в принципе, и в шлеме. Но картинка, я вам скажу, прям шик, блеск, красота. И мне кажется, даже стаб отрабатывает. Но, опять же, кажется, надо смотреть на большом экране, пока вы сможете снимать так. Все, люди. И печальная фронталка на 0.8, 1080p. Съемка с одной руки, ее использовать не стоит. По мне, даже у Xiaomi, который намного дешевле, 13 Lite, в 2 раза фактически, съемка была лучше. Повторяюсь, так делать ни в коем случае нельзя. 4К 60 FPS. Слышите вопли? Если слышите, все хорошо. И вот так будет снимать смартик благополучным образом в адской жаре. Фронталка после часа езды на вот таком вот солнышке на байке. То есть я должен быть в идеале красным, но ввиду того, что солнца очень много, вполне возможно, я окажусь вам не красным, но должен быть красным. Так что буду смотреть потом на мониторе, как там. Ультраширик 4К 60 FPS и включаю иксы. Получается ультраширик. Ультраширик. Не переходит он на основную камеру, к сожалению. Но вот с ультраширика, если снимать, то так будет. 4К 60 FPS на X6. Съемка. Не приближаясь, вы сможете снимать объекты, которые, возможно, вам будут необходимы для какого-то контента. На телефоне очень шикарно все выглядит. Очень. Это 4К 60 FPS на X3. Четко. 4К 60 FPS на X1 и зум на X6. Но лучше снимать на телевик, он не переключается. Тоже действует в 4К 60 FPS на ультраширик. Фронталка 1080p 60 FPS и очередной раз доказательство того, что X120 рисует. Можете посмотреть фото ниже крокодилов. До X50 еще терпимо, X120 это уже просто мало. 4К 60 FPS и кормежка животного в супер высоком разрешении. Ничего ж себе, как он быстро. Как молния просто. На Xiaomi 13 Lite то, что снимал, были пересветы. Здесь у этого смарта пересветов нет, разумеется. Ну и стоимость другая. И, разумеется, фронталка 1080p. Сейчас кормим животное. Животное кормится. Мы обращаем внимание, как работает камера. Все рады.
К слову, на фронталке постоянно включается улучшалка. Я не знаю почему, но Oppo упорно хочет, чтобы я хорошо выглядел. Вот сейчас без улучшалки. 4К 60 FPS, этот прям уже закормлен. Этот пока нет, этот вообще голодный. И, разумеется, малыша надо покормить. Опа. Опа. Зубы, конечно, страшные. Страшные у тебя зубы. И немного с фронталки. Раз. И два. Улыбнитесь, мистер. О, какой огромный. Не знаю, едят ли они такие ошметки. По сути, едят. Очень трудный. 4К 60 FPS, как говорится, в лучшем смартфоне по версии DxO Mark в мире примеров мало не бывает. Все равно вижу какую-то чуть-чуть дерганую картинку. Делаем X. И останавливаем банкет X6. 4К 60 FPS, вот эти вот прелести кричат. X6 и 0. Может быть вблизи нет, против солнца не хочет он вытягивать, хотя глаз видит его. Вот если автофокусом не пользоваться, а пользоваться ручным, вот так можно будет сфокусироваться. И давайте сразу, кто здесь еще кричит. Красавцы. Красавцы. С двух рук снимаю. 4К 60 FPS. Мне кажется, что скоро ролик будет уже час. Но это все не важно. Почему? Потому что смарт и правда классный. И давайте посмотрим сразу на рыбок. Рыбки тоже классные. Может быть, их и заказать можно. И сразу страусы. Почему бы нет? Если это страусы. Нет, это не страусы. Это эти... Не страусы, кратко. От жары плавится мозг. Но только у тех, у кого он есть. У меня проблем с жарой практически нет. Вот такая прелесть. Вблизи. Да, пожиратель. Маленький пожиратель. Мне кажется, что я просто всех вам покажу здесь. Что я как-то не ожидал. Планировалось только... Да. Только волшебных и ужасных крокодилов. А здесь кого только нет. И пони, и жирафчики. Вот такие у них лошадки. И зебры. Матрица. Прям полноценный зоопарк получается. И, разумеется, курицы и петухи. Самое важное. Здесь, кстати, они коняшек не едят. И еще немного маленькой прелести. 4К 60 FPS, это, опять же, съемка с X6. И хочу отметить, что такие же подобные обзоры уже были. Допустим, на Redmi Note 12 Pro Plus, если вам интересно, с живностью, то там их много. Очень много. Посмотрите. 4К 60 FPS, блошиный рынок. Не так много всего, как на удельной у нас, но все равно много. 4К 60 FPS, немного колоритного рынка. Максимально колоритного. Это уже другой рынок. И он больше местный, чем не местный. Даже и ценами. Вкусняхи. Кому надо, на паузу поставят, а так в целом ясно. Антисанитария уровня 1 000 000 просто. Еще немного морепродуктов. Вот такие вот крабики тоже потребляют пищу. 4К 60 FPS, вот самое интересное, зелени в магазинах нет, а на рынках просто ее море. Матрица. Гусик, га-га-га, есть хотите? Ну, 4К 60 FPS, основной модуль, пример съемки в аэропорту. И вот так в идеальных условиях, потому что освещение здесь хорошее, свет рассеянный, но приятный. Вы сможете снимать людей, объекты, и, наверное, надо стараться плавно это делать. Но, опять же, может быть и нет, и даже если это не travel-блог, то все катают куда-то в отпуск. И всем хочется показать, что вот, очередь видели какая? Примерно так. Та же самая история с фронталкой. Я бы сказал, что, несмотря на то, что вся ретушь отключена, она просто здесь лютая. Да, картинка должна быть намного хуже. Как говорят, не говори скин-тон, говори цвет лица. Так вот, цвет лица хуже, морщин больше, и, ну, в целом, наверное, большинству понравится.
но от реальности далеко. Если снимать просто на, допустим, фронталку, то, конечно, печально становится. С другой стороны, смотрите, если снимать себя на основной модуль, и потом объекты, и потом себя, то понимаешь, насколько хорошо работает основная камера. И понимаешь, зачем в смартфоне нужно 4К 60 FPS, чем основной модуль отличается от фронтального у данного типа смартфонов. Тут, в принципе, не о чем говорить, просто показать достаточно было, правда? Так, беру свои слова обратно, я не знаю, что он делает с цветом кожи, я не знаю, какого лешего DxOMark поставил его на первое место. Но, в общем, вы сейчас все видите, и даже фронталка лучше, получается, справляется. Потому что этот скинтон, я не знаю, может быть, в записи будет на компьютере нормально, потому что, когда я пересматривал все это дело сейчас на смартфоне, это ужас тихий прямо. Посмотрим, как в студийном свете все это дело будет работать. Но я не труп, я не такого цвета. Двухоконный режим, куда же без него, но основная камера даже ночью снимает, как вы видите, шикарно. Фронталка, что ночью, что днем, снимает, вы видите как. Вот так в ночи с лютейшими шумами. Зато как сразу ощущается по-разному картинка, правда? Когда у тебя основная камера и фронталка. Ну, кстати, квадратики нельзя менять, но увеличивать можно. Потом зум X6 спокойно. Вот так 4К 60 FPS. Можете посмотреть, как люди стреляют друг в друга. X6. Вот оно, взрослое веселье. Еще немного местного веселья. 4К 60 FPS. Музыка, вода, танцы. Новый год. У всех Новый год примерно одинаковый. 4К 60 FPS, но если вы это дело уже не закомментите, напишите видеоряд, как вам. Народ вообще с ума сходит. Уже, кстати, не 1 час. Но это не по всей улице, а вот здесь локально. В первую очередь дети. И плюс машины с водой. С двух сторон обливают всех. Ну, кстати, не всех. Если у тебя нет пушки, то они могут и не облить. И людей стало поменьше. Вот X6. Дети зажигают. На часах 23:41. Любимая локация 4К 60 FPS. И, разумеется, ее я сравню с айфоном. Куда ж без айфона, правда? Вот так примерно вы сможете снимать в максимально противных условиях для съемки. То есть смотреть на эти источники света, как вы понимаете, невозможно. Минусы: нет мини-джека, нет места под microSD, чем в принципе грешат большинство флагманов. Фронтальный модуль мог бы быть хотя бы до 60 FPS, потому что, ну, это вообще не флагманский уровень у фронталки. Сбрасывает яркость в играх, стабильности пока у процессора в данном смартфоне никакой. И, разумеется, то, что нет глобалки, тоже минус, потому что большинство пользователей, которым интересны флагманы, они готовы заплатить лишние $100-200 для того, чтобы не убирать китайщину, не иметь проблем с оповещениями, да и в принципе забыть о том, что это китайский смартфон. Но глобалки до сих пор нет, то есть они всех просто дразнят и все. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, повторяюсь, смотрите в моем телеграм-канале скидок. Сейчас идет 2 распродажи. Что-нибудь интересное на этих распродажах вы по-любому себе подберете. Кому кабель нужен, кому новый ноутбук, правда? Не забудьте подписаться на этот канал, поставить лайк ролику. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. За просмотр особое спасибо. Плюс, может быть, этот смарт еще прожарю на лайв-канале, но я подумаю. Пока смысла особого не вижу, вроде бы обзор ультимативный. Как вам понравился такой объем информации или слишком много? Резюмируя, разумеется, на камеру Oppo Find X6 Pro. Чем хорош этот смартфон? Разумеется, яркостью экрана, разумеется, последним процессором, возможностью фотокамеры, видеокамеры, то есть он снимает на фото классные фотографии, портреты, он снимает классно на телевик. У него из минусов и слабых мест это ужасная фронталка и на данный момент необузданный процессор. Почему? Потому что сброс яркости — это плохое дело.
Если говорить о каких-то других характеристиках, можно с транспарантом стоять, он быстро заряжается. Но 39 минут, это я вам скажу, уже не быстро в 2023 году. Единственное, что я могу сегодня в конце напомнить вам, что есть корпорация BBK, она у нас большая. Если вы пользовались OnePlus, Realme, Oppo, либо еще каким-то подобным смартфоном, это очень круто, вы знаете, о чем я говорю, потому что ColorOS плюс-минус одинаковая. У вас будет китайская версия, потому что в глобалке пока его нет. Этот смарт рассылался всем блогерам мира, крупным, опять же, разумеется, я его покупал, разумеется, я его продам. Почему? Потому что ничего какого-то сверхъестественного я не увидел, это те же тапки, только в профиль, тот же Vivo X90 Pro Plus. Да, у него что-то где-то потянули, что-то где-то был downscale. Каких-то новых фееричных вещей я от Oppo не увидел. Чего я ждал? Я ждал на фронталке 4К 60 FPS, я ждал большей стабильности у процессора и немного лучший автофокус. Хотя, опять же, вы можете со мной не соглашаться, это ваше право. За эти деньги смартфон просто вот такой топовый, аналогов у андроида в принципе нет. Можно сказать S23 Ultra, но для меня он оказался менее удобным, это факт. Можно сказать Vivo X90 Pro Plus, но опять же, эта модель более новая, и здесь лучше характеристики, многие. Если вам не нужна фронталка, если вы знаете, что такое китайская версия смартфонов, да, здесь есть все бенды, никаких проблем со связью не будет, но с оповещениями возможно с блокировкой, и, разумеется, ручками вам придется до упора вот все это чистить, убирать, добавлять, кастомизировать. Не получится у вас достать смартфон, как вы привыкли, с яблоками, самсунгами или еще чем-то глобальным, или Vivo глобальным, и пользоваться им. Нужно будет чуть-чуть похимичить. В целом, девайсу однозначное 1000% да. Из андроидов это теперь мой фаворит. Но по камере, если вам интересно мое мнение, если вы до этого момента досмотрели, то оно, скорее всего, вам интересно, яблоко я на него не поменяю. Почему? Потому что, когда ты снимаешь объекты, автофокус решает. Здесь этот автофокус при съемке объектов, я пытался на него снимать наушники, здесь хуже. Допилят ли Oppo что-то? Да. Допилят ли они до того состояния, чтобы можно было их использовать для съемки видео на YouTube? Не знаю. Когда мне все говорят, ты топишь за яблоко, нет, друзья. Когда я ходил со смартфоном Huawei P20 Pro, P30 Pro, P40 Pro и радовался жизни, когда там были гуглы, да, я вырезал там в 10 раз чаще, потому что у него автофокус был хуже, но мне нравился объем картинки. Я снимал ролики на Huawei. После этого я перешел на яблоко. Если бы мне не надо было снимать ролики, и мне нужен был бы флагман с отличным TV-ком, классной камерой, и я покупал флагман сегодня, я, скорее всего, купил бы Oppo. Почему? Потому что ролик такой длинный, столько мини-роликов, по той причине, что люди его хотят. И какие бы гики у меня его в руки из друзей, из знакомых не брали, все говорили: «Вау, хочу!» И они реально их покупают, эти смартфоны. Почему? Потому что он не похож ни внешне на что-то. У него не заоблачная стоимость, потому что, опять же, смотрим, сколько в глобале стоит Xiaomi 13 Pro, улыбаемся, машем, платим на 50 тысяч меньше, получаем и покупаем Oppo Find X6 Pro, который вообще не хуже. В принципе, высказался. Девайсу, еще раз повторяюсь, от меня да. Не забудьте лайк за труды. Пишем в комментах, что еще купить на обзор. Oppo Find X6 будет на обзоре. Смотрим на лайве тесты. Если я увижу больше просмотров, тестов будет у смартфонов больше. Добра и удачи вам, дорогие друзья!